Здравствуйте, почти каждый человек мечтает о просторной квартире. В будущем места, очевидно, будет еще меньше, и когда битва за пространство будет окончательно проиграна, квартиры в 14 метров станут роскошью, а иметь крышу над головой пределом мечтаний. К вашему вниманию рассказ Москва-Сити, мечты сбываются. Мне опять задерживали зарплату, и это автоматически означало мою задолженность по арендной плате. Придя домой, я с досадой обнаружил, что квартира стала меньше еще на 2 квадратных метра. Из 14-метровых апартаментов в начале, она превратилась в 10. Квартира была угловой, и мои окна выходили прямо на оживленную улицу. Выглянув в окно, я увидел толпы людей, идущих вперед в надежде хоть как-то согреться, не имея крыши над головой. В наше время человеческая жизнь больше ничего не стоила, нет денег, нет будущего, ждать помощи было просто неоткуда. Миллионы людей были не в состоянии позволить себе арендовать жилье, потеряв работу, все, что им оставалось, просто надеяться, что их смерть будет быстрой. Дома перестали строить из привычных материалов, теперь они были живые и перестраивались по необходимости. Весь рынок захватил монополист Москва-Сити. Это были гигантские муравейники высотой в сотни этажей, простые коробки изнутри, но так необходимые каждому человеку. Я устал объяснять домовладельцу причину задолженности и просто повесил трубку. 16 часов изготовления живых подвижных механизмов для Москва-Сити оставили меня без сил. Постоянная гонка на выживание, ты вкалываешь 16 часов, ради того, чтобы было место, где выспаться и набраться сил, перед следующей 16-часовой рабочей сменой. Через пару часов я проснулся от звука двигающейся мебели, стены моей квартиры стали сжиматься. Кровать издавала противный скрежет, царапая пол ножками, и в образовавшемся хаосе из мебели что-то упало мне на ноги, и я взвыл от сильной боли. Стены продолжали сжиматься, а я просто орал, взывая о помощи, зная, что помочь было некому. Движение стен прекратилось, от квартиры осталось от силы 6 квадратных метров. Окна больше не стало, теперь квартира еще сильнее походила на картонную коробку. Зазвучала мелодия смартфона, и я начал хаотично шарить рукой по полу, надеясь его найти. «Лучше тебе завтра заплатить мне деньга, или я переломать твои кости в порошок». Это был мой домовладелец Мойша Козлина. Он не шутил, законодательство разрешало владельцам устранять арендаторов, должников, ведь система питалась налогами от арендной платы, а от должника толку не было. Прихрамывая, пробираясь через образовавшийся бардак, я выбрался наружу. На площадке спала соседская девочка Света. Ее многодетные родители не могли позволить себе расширить квартиру, а новорожденный ребенок требовал места и внимания. Осторожно перешагнув через нее, в голове крутились мысли, как люди осмеливаются заводить одного ребенка, а тут 4 – это либо чрезмерная вера в себя и лучшее будущее, либо полное отсутствие ума. Я медленно поковылял на работу, наблюдая, как гигантские живые небоскребы беспрестанно перестраивались и меняли форму. Москва-Сити и арендодатели выжимали из людей последние соки. На проходной завода мне сообщили, чтобы я немедленно направился к директору. «Твою ж мать», – выругался про себя, очередные штрафы или что похуже были сейчас совсем не кстати. Длинноногая секретарша с натянутой дежурной улыбкой проводила меня в кабинет. Михаил Борисович, как обычно, сидел с серьезным видом, уставившись в монитор. Я поздоровался, он перевел взгляд на меня, встал и, подойдя, схватил за плечи. «В этом месяце тебе зарплаты не будет», – жестко произнес он. У меня что-то упало внутри живота, руки и ноги похолодели, и содержимое желудка попросилось наружу. Он расплылся в улыбке. «Да не ссы ты выиграл в ежегодной лотерее Москва-Сити, мечты сбываются. Сомневаешься?» Он вытаращил на меня глаза, «Посмотри на свой баланс». Я трясущейся рукой достал смартфон и зашел в банк онлайн. У меня закружилась голова, на счету было 100 миллионов рублей. Придя домой, я немедленно отдал задолженность Мойше, и моя квартира приняла первозданные размеры.
Он по телефону многозначительно усмехнулся, когда я сообщил о своей удаче, он знал, что я попрошу. Мне мало было моих 14 метров, я хотел весь этаж. Живые стены пришли в движение, начав расширяться, раздавливая обитателей с внешней стороны. Я слышал крики женщин и детей, они просили стены остановиться, но те продолжали двигаться. Я слышал, как затих плач соседской девочки Светы, истошные крики ее родителей, безрезультатно пытавшихся выбраться вместе с детьми из квартиры. Мне правда было их жаль, но я просто хотел больше пространства, я хотел всю вселенную. Не думайте, что я конченая сволочь, в этом мире этого хотел каждый. Стены прекратили движение, весь этаж был мой и баланс моего счета позволял его так держать целый день. Как вы думаете, многие сохранят человеческое обличие, если на них свалится огромная сумма денег? Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. До новых встреч!